Вам нет еще и 40, лет 38, 37. Вы просыпаетесь ночью в поту. Днем жуткая усталость, которую не снимает никакой сон, либидо исчезла, настроение скачет, цикл начал сбиваться. Вы идете к врачу или гуглите симптомы и слышите: наверное, это ранний климакс. Возможно, нужны гормоны, фимостон, прогенова. И в этот момент что-то внутри обрывается, потому что климакс – это в вашем представлении это конец молодости, конец энергии, конец себя как женщины, просто конец. Так вот, я хочу сказать вам кое-что важное прямо сейчас. В первые секунды этого видео, в большинстве случаев это не климакс. Это одно из 5 состояний, которые имитируют климакс так убедительно, что ошибаются даже опытные врачи. И что самое важное, эти состояния обратимы полностью. Но если вы не разберетесь, что именно происходит, и начнете лечить климакс, которого нет, лечить фимостоном, другими препаратами, эстрожелями, дюфастонами, прогеновыми, вы потеряете время, деньги и здоровье. И проблема никуда не уйдет. Именно поэтому это видео, можно сказать, одно из самых важных на моем канале, которое я снял. Которое я снимаю и буду снимать. Подпишитесь. Меня зовут доктор Павел Сапенко. Я врач-остеопат и психотерапевт. Имею специализации по акушерству и гинекологии. Врач-натуропат. Лечу без химии и гормонов. Вот этими вот руками и знаниями в натуропатии. За годы практики я видел сотни женщин, которым сказали ранний климакс, и которые через 3-6 месяцев, иногда больше, правильной, полноценной работы возвращались к полноценной жизни, потому что проблема была совсем в другом. И сегодня я разберу все 5 причин, одну за другой. Начнем с самой частой причины и самой обидной, потому что это буквально анализ крови и правильная коррекция. Железо и ферритин. Знакомо? Симптомы дефицита железа, особенно скрытого, когда гемоглобин еще в норме, но ферритин уже упал, это какие? Жуткая усталость, которая не проходит после сна, выпадение волос, сухость кожи, раздражительность, перепады настроения, снижение либидо, учащенное дыхание, сердцебиение, вернее. Знакомо? Это список симптомов климакса слово в слово. Но это не климакс. Это когда ферритин ниже 40-50 нанограмм на миллилитр. Что происходит физиологически? Смотрите, железо это не просто для крови. Это кофактор для синтеза нейромедиаторов, гормонов щитовидной железы, для работы митохондрий в каждой клеточке вашего организма. При этом врач смотрит гемоглобин, говорит норма и отправляет вас домой. Что проверять? Ферритин, не гемоглобин, железо сыворотки, ОЖСС, общая железосвязывающая способность сыворотки. Второе. Щитовидная железа и гипотиреоз. Это второй великий имитатор климакса. Симптомы: усталость, набор веса, выпадение волос, нарушение цикла, ощущение холода, депрессия, снижение либидо, какая-то ленивость, леность. Это все один к одному симптоматика перименопаузы. Но это не она. И самое важное. Субклинический гипотиреоз, когда ТТГ еще чуть выше нормы, а Т4 и Т3 в норме, часто не диагностируется. Врач говорит, все нормально. А женщина чувствует себя как 70-летняя. Это почти никто не проверяет правильно. А нужно. ТТГ, свободный Т3, Т4, антитела к ТПО. Когда я говорю «стресс выключает яичники», я говорю не метафорически, я говорю прямо, потому что это ваша биохимия. Вот как это работает. Кстати, и щитовидную железу тоже выключает. Ладно. Есть ось: гипоталамус, гипофиз, яичники. Это командная цепочка. Гипоталамус главный, он управляет всем репродуктивным циклом.
Но у гипоталамуса есть еще одна задача – выживание биологического организма. И когда он получает сигнал угроза, стресс, нет ресурсов, он отключает репродуктивную функцию. Буквально. Потому что эволюционно нет смысла тратить ресурсы на размножение, если организм в опасности. Что происходит практически? Хронически высокий кортизол подавляет выработку гонадотропин, релизинг гормона. Нет его, нет сигнала для ФСГ и ЛГ. Нет ФСГ и ЛГ, нет овуляции. Нет прогестерона, цикл нарушается. Это называется ФГА – функциональная гипоталамическая аменорея. И у женщин 30-45 лет, живущих в хроническом стрессе, это встречается чаще, чем климакс. Ни в коем случае нельзя пить никакие гормоны. Прилив – это внезапная волна жара, потоотделения, иногда сердцебиения. Многие женщины уверены, прилив равно менопауза. Но это опасный миф, опаснейший. Вот реальный список приливов, я вам сейчас скажу, который вообще никак не связан с климаксом. Первая причина приливов – это инсулиновые скачки. После быстрых углеводов уровень сахара резко поднимается, потом резко падает. Падение сахара вызывает выброс адреналина и тот самый прилив жара, потоотделение, сердцебиения. Женщины замечают это после еды и не связывают с питанием. Второе – это повышенный пролактин. Гиперпролактинемия – частая причина приливов, нарушение цикла и снижение либидо. И бесплодие, кстати. Третье – это феохромоцитома. Редко, очень редко, но очень важно. Это опухоли, которые вырабатывают гормоноподобные вещества и вызывают приступы жара, покраснения, сердцебиения. У большинства женщин этого нет. Скорее всего, хронический стресс. Четвертое. Тревожное расстройство и панические атаки. Симптомы панической атаки. Жар, потоотделение, сердцебиение, чувство надвигающейся катастрофы. Все это идентично приливу при климаксе. Женщины часто не знают, что у них есть тревожное расстройство, потому что оно тоже маскируется под соматику, под телесные симптомы. И пятое – это реакция на кофеин, алкоголь, иногда курение и на острую пищу. Поэтому, прежде чем ставить диагноз климакс по жалобам на какие-то симптомы, на приливы, нужно пройти нормальное обследование. Дальше. Четвертая причина, наверное, это инсулинорезистентность. Об этом почти не говорят в контексте климакса. А зря, потому что это одна из самых частых причин, по которой женщина в 40 лет выглядит и чувствует себя на 60. Инсулинорезистентность – это когда клетки перестают нормально реагировать на инсулин. И вот что происходит с гормонами. Высокий инсулин стимулирует яичники, вырабатывает андрогены, подавляет овуляцию, нарушается цикл, снижается эстроген, меняется тело. Параллельно высокий инсулин вызывает хроническое воспаление и разрушает рецепторы к половым гормонам. Женщина не чувствует действия своих же гормонов, даже если уровень их в норме. Симптомы инсулинорезистентности, которые женщины принимают за климакс, это жир на животе, не уходящий при диетах, постоянная усталость после еды, тяга к сладкому, туман в голове, нарушение цикла, акне, усиленное оволосение, рост волос. Вот что важно. При инсулинорезистентности анализы на половые гормоны часто нормальные. Потому что проблема не в уровне гормонов, а в том, как клетки на них отвечают. Инсулинорезистентность сегодня – это тихая эпидемия. Она есть почти у 40% женщин репродуктивного возраста. И большинство о ней не знают. Что проверять? Инсулин натощак, индекс Хома, глюкоза, гликированный гемоглобин. И вот мы подошли к пятой причине. Это, пожалуй, самое коварное. Женщина сдает анализы, видит ФСГ повышен, гуглит, читает, высокий ФСГ
равно климакс. Паникует. ФСГ – это гормон гипофиза, который стимулирует яичники. Когда яичники работают плохо, в силу тех или иных причин, гипофиз повышает ФСГ, как бы кричит им со всей силы. Но повышенный ФСГ – это не диагноз климакс, это сигнал. ФСГ может быть повышен при хроническом стрессе, дефиците витамина D, аутоиммунном тиреоидите, после сильного похудения, после отмены комбинированных оральных или других контрацептивов, при субклиническом гипотиреозе. Кроме того, ФСГ очень сильно колеблется от цикла к циклу. Один высокий результат ни о чем не говорит. Нужно минимум 2-3 разных анализа в разное время, в разных циклах, в разных лабораториях. АМГ – это маркер авариального резерва. Сколько у вас растущих фолликулов в запасе? Низкий АМГ – это сигнал снижения растущих фолликулов. Но здесь есть нюансы. АМГ снижается при стрессе, при курении, при воспалительных процессах. Он может временно снижаться после операции на яичниках, после интенсивных тренировок. Он снижается очень сильно на контрацептивах. Как правильно интерпретировать результаты? Смотрите, нельзя смотреть ФСГ и АМГ в отрыве от всего остального. Нужно видеть возраст, клиническую картину, данные УЗИ, психологический статус, уровень эстрадиола, анализы щитовидной железы, показатели обмена веществ, семейный статус, неврологический статус. Именно поэтому погуглить свои анализы опасно, потому что цифры без контекста жизни – это не диагноз. Итак, если вы узнали себя в одном или нескольких пунктах, вот логика ваших первых шагов. Шаг первый. Не ставьте диагноз самостоятельно, особенно по симптомам из интернета или если УЗИст вам сказал какую-то чепуху. Климакс – это диагноз исключения. Сначала нужно исключить все остальное. Шаг второй. Пройдите правильное обследование. Не общий анализ крови и УЗИ, а ФСГ, ЛГ, эстрадиол в начале цикла, АМГ, ТТГ, свободный Т4, Т3, антитела к ТПО, ферритин, железо, ОЖСС, витамин D, индекс кома, инсулин натощак, пролактин, кортизол, УЗИ органов малого таза. Много? Шаг третий. Разберитесь с образом жизни. До любого лечения 3 базовых вопроса. Как вы спите, как вы едите, какой уровень стресса. Без работы с этим ничего не поможет надолго. Шаг четвертый. Найдите специалиста, который мыслит системно и работает руками. Не гинеколог, который выпишет контрацептивы, а врач-натуропат, который смотрит на вас целиком. На гормоны, на обмен веществ, на нервную систему, на образ жизни, на вашу психологию. Именно это дает реальный результат. Давайте подведем итог. 5 вещей, которые женщины принимают за климакс. Дефицит железа, субклинический гипотиреоз, хронический стресс, блокирующие яичники, приливы из-за инсулиновых скачков, пролактина или тревожности и инсулинорезистентность с неправильной интерпретацией анализов. Каждое из этих состояний обратимо. При правильном подходе, без гормонов, без химии, смиритесь, это возраст. Но это требует правильной диагностики, правильного специалиста. Если вы узнали себя, еще раз повторюсь, не паникуйте. Паника – это еще один выброс кортизола, который сделает только хуже. Начните с анализов из списка, который я вам дал. Если вы хотите разобраться в своей ситуации индивидуально, запишитесь на консультацию. Я работаю очно в Минске и онлайн. Мы посмотрим ваши анализы, историю, образ жизни. Я дам вам конкретный план. Попробуйте отдохнуть, без автоматического назначения гормонов. Без этого всего. Ссылка записи на консультацию есть в описании под этим видео. И подпишитесь на канал, если хотите разбираться в своем здоровье без лишних таблеток, без лишней паники. Каждую неделю конкретные применимые видео.
Еще у меня есть небольшой мастер-класс «Мягкое снижение ФСГ, улучшение АМГ как ответ яичников на восстановление». Помог уже многим женщинам. Найти можете по ссылке в описании под этим видео. И я говорю вам спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапело. Поставьте лайк. До встречи.